Animal Rescue. Волонтеры приюта «Доброе сердце» узнали о голодающем на одной из лесопилок тощем псе. Они решили помочь животному, но выяснилось, что у него есть хозяин, который считал такие условия содержания питомца вполне приемлемыми. Песик оказался молодым, 1,5 года, метисом породы курцхар. У него была короткая шерсть и большой недостаток веса, который почти не оставлял ему шансов выжить на лесопилке холодной зимой. Но хозяина это не особо заботило, он считал, что все делает правильно. Волонтеры решили забрать пса, и поначалу он хотел продать его им за 3000 рублей, но затем, подавшись уговором, отдал бесплатно. Парня назвали Марти. Оказалось, что его купили у заводчиков, и он должен был вырасти в статного крупного пса, но из-за недостатка питания развился недостаточно. Большую часть своей жизни он просидел в будке, не зная ни любви, ни ласки. Зачем его вообще приобрели, было загадкой. Сразу с лесопилки Марти отправился на домашнюю передержку. Там он жадно набрасывался на еду и вел себя не самым воспитанным образом, но со временем его удалось приучить к поводку и более спокойному поведению. Он оказался очень добрым и ласковым песиком, которому очень нужно было человеческое внимание и любовь. В приют поступали звонки от многочисленных желающих забрать себе длинноногого стройного пса. Но молодой и активный Марти, который только недавно начал познавать азы воспитания, подошел бы не каждому. Один раз его все-таки забрали в дом, но почти сразу вернули, не справившись с его нравом. Но Марти все-таки дождался 100% своего человека. Вот что говорит его нынешняя хозяйка Ольга об этом непоседливом песике. Вообще Марти умный и послушный. Очень быстро схватывает, за неделю его научили почти всем командам. Почему-то люди очень удивляются, что он слушается и выполняет команды. Смешно, как Марти дает лапу, развешивает свои уши лопухи и как-то через сторону резко роняет в тебя прямую лапу-палку. Этот пес никого не оставляет равнодушным, ни родственников, ни проходящих мимо людей. В автобусах, банках, автосервисах, страховых везде ему внимание и умилительные улыбки с просьбой погладить такое милое создание. Благодаря его обаянию нам в автосервисе даже скидку сделали. На вкусняшки заработал. Конечно, впереди еще много всего интересного, много чему еще предстоит научить друг друга, много того, что я хочу показать ему. Это велопрогулки с ветерком, купание в речной воде, воля на даче, выезды на природу, дальние поездки в другие города, где другой запах, новые ощущения и новые чувства. У Марти есть только один недостаток. Он совсем не может оставаться без своих любимых хозяев, и даже спустя 1,5 года сладкой жизни с ними продолжает бомбить квартиру в их отсутствие. Но Ольга не отчаивается и совсем не планирует возвращать уже ставшего любимым членом всей семьи забияку. Она ответственно подходит к вопросу и ищет пути решения этой проблемы. А у вас бывало такое, что пес устраивает беспорядки дома, пока вас нет? Как справляетесь с такой проблемой?